Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. После грандиозного шоу в Мадриде на площади Пласа Майор Уэс Гордон вернулся на родину со своей коллекцией для Каролины Эррера «Осень-зима 2026-2027». Со слов автора новой модной линейки, главная героиня бренда сегодня – женщина, которая постоянно в движении. Она – настоящая горожанка, жительница Нью-Йорка. Энергичная, смелая, немного дерзкая. Поэтому неудивительно, что именно Нью-Йорк стал идеальной сценой для презентации стильного гардероба. Показ состоялся в рамках недели моды. Вот только не как обычно в одном из небоскребов с панорамными видами, а в художественной галерее на Литл-Уэйт-стрит в Нижнем Манхэттене. Причем на подиум Уэс Гордон пригласил не только профессиональных моделей. В дефиле также принимали участие известные художницы, галерист, скульптор, фотограф, чьи имена звучали не тише, чем музыка на шоу. За кулисами дизайнер признался, что на создание новой коллекции его вдохновил образ Пегги Гугенхайм, той самой дамы с эксцентричным стилем, необычными солнцезащитными очками и талантом превращать жизнь в искусство. Наследница двух богатейших династий, коллекционер, одна из самых влиятельных женщин 20 века, щедрый меценат и покровительница богемы. Без нее мы не знали бы многих художников, не видели бы их многочисленные шедевры. В честь Пегги даже назван Музей современного искусства в Венеции. Правда, прямых отсылок в коллекции к ее образу нет. Но ее дух, характер чувствуется во всем – в свободе, в смелости и в легкой провокации. Главная идея сезона проста, но сильна. Женщины в искусстве. Те, кого часто не замечали или оставляли в тени. Дизайнер словно говорит: пора это исправить. И стиль в одежде здесь выступает как способ заявить о себе. То есть речь идет не о модных вещах, речь о личности. Сами образы получились выразительными, запоминающимися. Сегодня в коллекции заметно звучат фирменные мотивы бренда. Есть всевозможные вариации леопардового принта, который эффектно смотрится и на элегантных нарядах с округлыми рукавами, и на строгой юбке-карандаш, и на лаконичного кроя пальто. Есть флористика в рисунке по ткани, в нежном кружеве, в объемном декоре, в вышивке, в украшениях. К традиционным розам, тюльпанам, пионам и лютикам Гордон добавил калы – символ чистоты, благородства, возвышенной красоты и гармонии. Цветочную тему поддержали юбки, похожие на перевернутые бутоны, и жакеты с увеличенными плечами и пуговицами в виде золотых мини-цветов. Трикотажные платья с пайетками – отдельная история. Удобные, но при движении они тихо шелестят, словно кто-то аплодирует. При дальнейшем просмотре, друзья, также рекомендую обратить внимание на наряды с контрастным графическим принтом. В основе узора карандашный эскиз туфель на шпильке, созданный по образцу флакона популярного аромата Good Girl. Аксессуары в гардеробе Каролины Эррера добавляют легкую иронию. Квадратные и прямоугольные сумки, клатчи с металлическими цветами, туфли с бантиками. Все это выглядит элегантно, но без излишней серьезности. Здесь нет пафоса, зато есть игра и настроение. Цветовая палитра модного ряда построена на контрастах. С одной стороны классика, с другой – смелый вызов. Черный, белый, коричневый, приправленный огненным красным, золотым, фиолетовым, темно-зеленым. Все вместе выглядит как диалог, будто музей встретился с шумной улицей Нью-Йорка, и им оказалось и есть о чем поговорить. Реакция публики на новую версию модного дома оказалась самой разной. Кто-то увлеченно обсуждал коктейльные платья и без всяких сомнений женственную обувь исключительно на каблуке. Кто-то скептически хмурился, указывая на перебор с леопардом, пайетками и яркой цветочной аппликацией. Одни зрители утверждали, что многое уже было в предыдущих линейках бренда, а к финалу вообще коллекция выдохлась. Другие, напротив, с восторгом говорили о нарядах, которые можно носить без косых взглядов со стороны и неудобных вопросов. Так что же мы получили в итоге, друзья? Да, это уже немного не та Каролина Эррера, к которой привыкли. Стало чуть меньше глянца, меньше идеальности, меньше магии. Но здесь по-прежнему не забывают о прошлом и продолжают экспериментировать с будущим.
Сегодня бренд живет в ритме Нью-Йорка, быстром, шумном и, конечно же, творческом. А гардероб на осень теперь напоминает выставку современного искусства, где каждая вещь как экспонат, а каждая женщина как свой собственный галерист. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! Ваши лайки, подписка и комментарии для меня большая поддержка и лучшая мотивация к созданию новых видео. Всем красоты, хорошего позитивного дня, море искренних добрых улыбок и теплого солнечного настроения!